На окраине небольшого городка шли двое пожилых супругов — Александр и Елена. Они держались за руки, стараясь скрыть усталость и горечь. Еще минуту назад их собственные дети, сын Игорь и дочь Софья, высадили родителей прямо у обочины. «Ну все, дальше сами», — бросил Игорь, не глядя им в глаза. «У нас времени нет», — холодно добавила Софья и с силой хлопнула дверью машины. Александр сжал руку жены. Елена молча смотрела вслед удаляющемуся автомобилю. Всю жизнь они трудились ради детей, работали без отдыха, жили скромно, копили на их образование и жилье. Но теперь, когда силы уходят, они стали для своих же детей обузой. Мимо проходил сосед. Удивился, увидев их на дороге, но супруги сказали, что просто ждут автобус. В душе же знали, они стали чужими. Тем временем Игорь и Софья уже ехали в город, облегченно обсуждая свои планы, даже не подозревая, что в старом кожаном портфеле отца лежат документы, способные изменить их судьбу. Александр и Елена дошли до автобусной остановки, но транспорт уже не ходил. Пришлось идти пешком, до дома старых друзей, что стоял на другом конце поселка. По дороге они вспоминали молодость, как строили дом, растили детей, как мечтали о тихой старости. «Главное, что мы все еще вместе», — тихо сказала Елена. А в это время их дети сидели за праздничным столом в дорогом ресторане. Но Александр и Елена знали то, о чем Игорь и Софья даже не догадывались. Много лет назад Александр купил акции судостроительной компании, и со временем они выросли в целое состояние. Однако супруги продолжали жить по-прежнему, ухаживали за садом, ели простую еду, не показывали достатка. Дети думали, что родители бедны, и относились к ним свысока. Прошло несколько недель. К ним все чаще приходил соседский мальчишка Кирилл. Для мальчика бабушка и дедушка были самыми родными людьми. Они читали ему сказки, учили доброте и честности. Супруги решили, все, что у них есть, перейдет только ему. Однажды Софья случайно заглянула в кабинет отца и нашла документы. Она ахнула, поняв, что родители владеют огромными деньгами. На следующий день она приехала с братом. «Мы хотим знать, почему вы скрывали от нас это», — с раздражением сказал Игорь. Александр спокойно посмотрел на них. «Все решено. Все наследство мы оставим Кириллу». «Как это? Мы же ваши дети», — возмутилась Софья. «Вы лишились права на него в тот день, когда бросили нас у дороги», — твердо ответил отец. Обиженные, они уехали, не желая слушать объяснения. Но вскоре жизнь преподнесла им суровые уроки. Бизнес Игоря рухнул, Софья увязла в долгах. Тогда они снова пришли к родителям, уже не с претензиями, а с мольбами. «Простите нас, мы были неправы?» — плакала Софья, опуская голову. Александр смотрел строго, но без злобы. «Мы можем простить, но решение не изменим. Все останется Кириллу. Учитесь быть детьми, а не хищниками». Игорь и Софья молча кивнули. Они понимали, доверие потеряно навсегда. Кирилл, услышав разговор, подошел к деду, обнял его и тихо сказал: «Я всегда буду с вами». Для Александра и Елены это и было главным наследством. Не деньги, а искренняя любовь, которую не купить ни за какие богатства мира. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.